Здравствуйте, товарищи! У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, и мы представляем пилотный выпуск, пилотный эфир нашего нового проекта, который называется очень просто «Работа с Федором Бирюковым». Работа – это понятие, которое охватывает практически все наше бытие. Мы можем работать по контракту, работать за деньги, работать для удовольствия и работать даже в праздники, когда это нам по нутру или когда нас заставляют. Поэтому все, что бы мы ни делали, это включает в себя вот это простое слово «работа». Работа, говорят некоторые лентяи или новые феодалы, происходит от слова «раб». Я с этим не согласен. Более того, я бы вычленил в этом слове корень «ра», который обозначает «солнце». То есть работа – это солнечное делание. Это проявление нашей воли к жизни, воли к творчеству. И я надеюсь, что наш проект поможет раскрывать новые грани работы, как вполне и одновременно и материалистической, и метафизической стороны человеческого бытия. Итак, в эфире радио «Аврора», программа «Работа с Федором Бирюковым», а наш гость сегодня писатель, радиоведущий и, кстати, бывший следователь. Было и такое, да, в нашей жизни. То есть человек с богатой биографией. Хорошо поработал, да. И уже с богатой библиографией писатель Сергей Петров. Я о нем узнал, когда приобрел вот эту книгу «Бакунин. Первый панк Европы». Те, кто меня знает, понимают, что я не мог пройти мимо такой книги с таким названием. И в общем, мне повезло, я нашел в сети бумажный экземпляр. Эта книга уже практически является библиографической редкостью. Вот приобрел, прочитал, пришел в восторг, рекламировал ее в своих социальных сетях. И Сергей Петров написал мне, слова такого писательской благодарности. И мы зафрендились в сети. Это какой год у нас? 2018. Вот, уже совсем другая эпоха. Итак, все началось с Бакунина. А в 2026 году вышла книга «Красный казак Автономов». Именно вот она уже толще. Кстати, издательство КПД, издательство Захара Прилепина. Совершенно верно. Месяц назад примерно был как раз у нас в эфире. То есть смотрите, как все взаимосвязано. И сейчас, насколько я понимаю, на подходе еще одна книга. Я только начал над ней работу, будут поездки всевозможные, как всегда это у меня заведено. И посвящена эта книга будет писателю Серафимовичу. И у вас же есть телеграм-канал «Донская утопия». Именно, да, «Донская утопия». Ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео. Смотрите, Бакунин, Автономов, Серафимович, все эти разные личности объединяют не только определенная историческая эпоха, но и принадлежность к революционной традиции. Да, я, извините, Федор, добавил бы еще же у меня была книжка, именно так и называлась «Донская утопия». Вот, она посвящена была революционному казаку Голубову Николаю Матвеевичу. Так-то, может быть, его и не знают, но если вспомним мы вторую серию «Тихого Дона», да, и вот сцену, где к раненому Мелехову подскакивает на лошади, да, такой бравый донской офицер и говорит: «Мелехов, да ты ранен, передай вот Потелкову записку, Чернецову я беру на поруки», потом Чернецова расстреливают. Вот этот всадник, это и был Голубов, очень такая, в то время известная личность, сейчас подзабытая. А еще была книжка «Антоновщина. Последний удар контрреволюции». И вот там тоже герои этой книги, не сам Антонов, я имею в виду, например, там Мария Александровна Спиридонова, Антонов Овсеенко. Вот этих людей я бы тоже, наверное, включил бы в этот список. В общем, это все герои революции, даже пускай иногда они находились по разные стороны баррикад или линии фронта. А почему вас заинтересовала именно эта эпоха? И тем более сегодня же модно писать о каких-то, белых героев. Вы могли бы вместе с коммерческим успехом своих книг получить и какие-нибудь аксельбанты и погоны новомодные. Но вы продолжаете копать и копать в той или иной степени красную историю. Почему? Наверное, это все зависит от взглядов.
Вот, я думаю, если бы я был бы белогвардейцем, я бы писал бы, вернее, ну, не то, что белогвардейцем, а поклонником, да, белой идеи, я и писал бы, конечно, о белых. Но вот как-то после Бакунина он меня некоторым образом всколыхнул. Вот, ну что уж греха таить, по нам прошлась перестройка, да, вот все эти веяния, там, какие были кровавые большевики и так далее, и сам я грешен был, любил анекдоты про Ленина, например, да, а вот как-то после Бакунина, она меня сама, эта книга, вот перевернула, и я как-то вспомнил, что ли, там себя в детстве, да, вспомнил, как я восхищался революционными фильмами, и стал уже по-другому смотреть на всю эту историю. Потом второй был как раз заход уже в гражданскую войну Антоновщина, и был соблазн великий, конечно же, опять написать про кровавые расстрелы, про газы там, и так далее. Но попался, во-первых, консультант хороший, Олег Шацкий, он писал диссертацию, назывался она «Предантоновщина», он живет в Тамбове. И таким образом я стал все глубже опять уходить в историю, да, и понял, что на самом деле то, что сейчас несется с телеэкранов, там, с каких-то других источников, мягко скажем, такое лукавство, а правдивее сказать ложь. И как-то уж не хочу там брать на себя роль какого-то праведника, но тем не менее я считаю... Неважно, там будут большие тиражи, не будут больших тиражей, будут премии, не будут премии. Но я вот решил посвятить свое творчество именно забытым героям революции. Вы освободитель героев революции, да. Можно так назвать. По крайней мере, освобождаете их от забвения, абсолютно незаслуженного. А вот когда мы говорим о тех или иных фигурах, допустим, о том же Бакунине, да, вот он как... Очень удачно, как такой этот барабанщик да. Революции. Ведь фигура была даже, когда он был жив, крайне противоречивая. Допустим, его становление в революцию зачастую консерваторами или даже противниками из левого лагеря преподносилось чуть ли как не инфантильный каприз. Ну, вот что-то надоело ему, значит, военная служба. Захотел изучать философию. Да, Барчук обнаглел. Да, невозвращенец. Вот. Он еще испытывал облегчение, когда покидал родину и не хотел возвращаться. Ну, то есть, с точки зрения сегодняшнего обывателя, он просто мерзавец. А хотя мы понимаем, что для людей того времени это были вполне себе нормальные эмоции, которые отражали определенные, значит, социально-политические реальности. Но и вплоть до своего, значит, ареста он же, значит, жонглировал идеями, и некоторые его идеи сегодня можно назвать националистическими, панславистскими. Он был готов поддержать государя, если тот объединит славянский мир, потом объявляет войну всем государствам, потом попадает в крепость и пишет исповедь, после которой его революционеры, товарищи, назвали чуть ли не предателем-ренегатом. Потом из ссылки совершает феерический побег через несколько континентов и становится главным конкурентом Карла Маркса. Кстати, нынешние, значит, красные ортодоксы до сих пор его не могут за это простить. Они его говорят, вот он мешал, как он мешал Карлу Марксу. Да, называют негодяем. Да. По-моему, даже я такие реплики слышал и в вашем эфире. От кого-то, да, не помню от кого, но что-то такое было, да. И, тем не менее, те же большевики, они его не вычеркнули из своей красной истории. Есть Бакунинская улица в Москве, есть там, значит, всякие музеи в провинции и так далее. Есть метро Кропоткинское, да, и когда, значит, представитель другой, более, скажем так, левой линии Кропоткин вернулся в Россию, Ленин после победы октября вообще предлагал ему жить в Кремле. Был готов предоставить квартиру, но Кропоткин выбрал отдаленный Дмитров, вот, где и закончил свои дни. И вот память о них жива была, несмотря на то, как их, может быть, потом в литературе и в кино изображали, включая и Нестора Махно, да, карикатурно, но тем не менее это не вычеркивалось. А сегодня как раз, да, они как будто бы намеренно преданы забвению. А почему так? Казалось бы, сегодня демократия, свобода, анархисту очень удобно, но что не нравится нынешним сильным мира сего в таких фигурах, как Бакунин? Ну, трудно сказать, что именно не нравится.
Ну, может быть, действительно, считают его все-таки как-то слишком уж опасным товарищем, потому что он актуален. Да, он что был тогда актуален, что актуален сейчас. Вот ведь, несмотря на то, что официально, да, он подвергнут как бы забвению, но все равно у него достаточно много поклонников. Да, и даже среди молодежи, что, вот, казалось бы, удивительно. Вот. Потому что идеи свободы, да, это ведь не идея либеральной свободы, это не совсем либеральная ценность. И в итоге получается, что он не близок ни левым, вернее, ни правым, ни либералам, скажем так. А как бы вы объяснили идею свободы по Бакунину? Ну, это свобода, полная свобода, мне кажется, если брать именно Бакунина, если вспомнить, да, его отношение к семье, к браку. Человек должен, прежде всего, быть внутренне свободен. Да, уже от этого начинаются свободы другие, более уже там общественные свободы. Да. Вот. Ну, вспомним, как он относился, допустим, к своей супруге, да, как выяснилось, она родила детей не от него. Вот. Он сказал, учитывая, что в нее могут там кидать камни, да, он сказал, это мои дети, вот, ты имеешь право делать все, что нужно, что тебе нужно. Как говорится, высокие отношения. Высокие отношения, да. То есть внутренняя свобода и презрение к, скажем так, совсем уж отвратительным стереотипам. Вот она такая свобода по-бакунински. И насмешка, да, над этими стереотипами. На мой взгляд, вы очень точно обозвали его как панком. Первый панк Европы. Допустим, у четы Кропоткиных тоже были свободные семейные отношения, которые выражались в регулярно возобновляемом брачном контракте. Да, у них был брачный контракт. На 3 года, по-моему, они его заключали и потом продляли. Бесконечно они продлевали его до конца. Да, но это был не тот контракт, который у нас сейчас, когда что-то мы говорим, что в случае развода, как правило, на это делается упор. Да. Тебе отходит вот это, мне отходит вот это, машина мне, там квартира тебе и так далее. А там был контракт совсем о другом, о том, что мы клянемся быть друг другу верны, да, мы там клянемся в любви друг к другу. Если эта любовь закончится, значит, и контракт наш закончился. Ну, как видим, ни любовь, ни взаимные отношения у них не закончились. Вот эта искренность является, на ваш взгляд, одной из главных таких черт вот этой абсолютной свободы, да? Да, безусловно. Но ведь у Бакунина в программе были довольно тоталитарные вещи, типа вот когда общество будет устроено по типу федераций, то правила федерации, они обязательны для каждого члена. Если ты не согласен, то федерация снимает свою ответственность за будущность этого человека, и буквально, как в ветхозаветные времена, с ним можно было делать все, что угодно. То есть это вот такая, на мой взгляд, очень близкая к нашему времени ситуация антиутопии. Казалось бы, незащищенность. С другой стороны, свобода, когда человек рискует и несет полную ответственность за свое поведение. Ну, может быть, здесь в этом есть какое-то противоречие. Мы говорим о внутренней свободе, да, что человек сам должен быть прежде всего внутренне свободен и свободен, соответственно, от пут государства. Да, но в то же время Бакунин же был коллективистом. Да? То есть он считал, что счастье должно быть общенародным явлением для всех. И если кто-то выступает против или как-то дискриминирует, что ли, да, это общее счастье, то мы можем с ним сделать все, что захотим. Ну, не просто так, что кто-то, там, диктатор, расстрелять. Да? Нет, мы все проголосуем и выгоним его из нашей общины, да, а может быть, как он писал, и убьем. Вот такая суровая свобода. Суровая свобода, да. Вот были ли какие-нибудь интересные отзывы на ваши книги или, допустим, неприятие, или, наоборот, восторги? Вот как встретила публика, на ваш взгляд, подобную книгу? Бакунина, да. Именно. Так, ну, смотрите. Были, конечно же, и положительные, и отрицательные отзывы. Допустим, вот когда я приезжал в Тверь, там все восприняли ее на ура и до сих пор читают, да, и до сих пор ее ищут, причем не только в Твери, но и в других городах Тверской области. Но были, конечно же, и отрицательные отзывы.
допустим, там есть у меня несколько провокативных моментов. Ну, как бы я предлагаю задуматься, не было ли там какой-то сделки с третьим охранным отделением? И вот те люди, которые, наверное, очень любят Бакунина, да, они, да что это такое, да как вообще можно об этом писать? Ну и как бы несколько перевирали. Петров написал, что он был агентом третьего охранного отделения. Я об этом не писал. Вот. И третья сторона, кстати, на каком-то либертарианском форуме даже, по-моему, мне рассказали, значит, была такая реплика, что да как можно вообще писать об этом чудовище? Что вы думаете по поводу либертарианства? Не анархия. Я не отношу, ну, на мой взгляд, либертарианство это все-таки, хоть там и есть какие-то элементы, да, свобода, но это свободный рынок, это вот туда, это какая-то капиталистическая свобода, которая, опять же, получается свободой не для всех. Такое, получается, буржуазное ТСЖ с закрытым двориком, Да. где все тихо и спокойно в рамках собственной вот этой лавочки. Но почему, на ваш взгляд, сегодня либертарианство популярно в определенных там молодежных кругах? Вот анархизм, классический русский анархизм, он, да, привлекает внимание там отдельных людей, привлекает внимание как бы персоны ключевые, но как направление он скорее мертв, чем жив. А вот либертарианство почему-то гораздо более интересно, причем эти подростки, они отнюдь не выходцы из богатых семей, им по сути тоже нечего терять, но они как-то любят чужие деньги и даже готовы за них там политически пострадать, за чужие деньги. В чем здесь фокус? Ну, в чем здесь фокус? Мне кажется, во-первых, это слегка раскрученное движение. Вот. Оно имеет определенную поддержку, на мой взгляд, ну, в каких-то там высших буржуазных кругах, скажем так. Во-вторых, люди, ну, молодые люди, многие, которые являются поклонниками либертарианства, в силу своего социального положения, в силу отсутствия каких-то знаний, да, они просто не знают, что это и либертарианство и анархизм – это разные совершенно явления. Вот, а хочется позиционировать себя свободным человеком. Вот, как говорится, тут такой еще момент, как кто-то Лимонов, что ли, говорил, да, ввязаться в драку, но чтобы пуговицы были у пальто на месте. Вот. Так вот, буржуазное либертарианство, буржуазный анархизм, якобы, хотя анархизмом, повторяю, это не является совершенно. На ваш взгляд, можно ли говорить о какой-то единой философии анархизма, либо здесь органично так все построено, что унификация невозможна? Ведь смотрите, был Прудон, допустим, первый, да, один из тот, кто придумал вот этот слоган «Анархия, мать порядка». Потом, значит, Бакунин, Кропоткин, Сорель, кстати, тоже относится Сорель к анархистам. Христианский анархизм Толстого, там Боровой и прочие, значит, вот наши, значит, анархисты 20-х годов. Хаким Бей какой-нибудь, да, из новейшего времени. Еще вот как раз либертарианство и анархокапитализм, так называемый. Считается, что, значит, муза этого направления Айн Рэнд, но она сама всегда отмежевывалась от либертарианцев и субъективизмом называла свою философию. Вот, философия, в общем, одной личности получается. Но существует масса работ и небезынтересных, которые пытаются как бы все это объединить. Философию свободы. А мы знаем, что такой труд был у Бердяева, но это скорее ближе к Толстому. Хотя, кстати, Бердяев вполне по-бакунински парадоксально мыслит и чуть ли не христианским философом называет Фридриха Ницше. То есть он мыслил дерзко и достаточно свободно. Стоит ли нам как-то придавать вот этой стихии анархизма академический лоск, или все-таки пусть все течет и изменяется свободно? Именно второй вариант. Действительно, в анархизме много разных направлений, да, и как мы можем говорить, ставить знак равенства между Штирнером и Бакуниным, допустим. Да? Там анархист-индивидуалист, здесь все ради коллектива. Нет, это разноплановая, конечно же, наука, если можно так сказать. Да? Какой-то учебник
Можно было бы написать большую, толстую или там энциклопедию, может, они и есть, кстати. Да. Вот. Но приравнивать, говорить, что это вот одно, да, нет, вряд ли. Итак, анархизм – философия. Да. Это философия, да. Это как лаборатория, где содержится множество инструментов, препаратов, каких-то опций, которые помогают взаимодействовать с реальностью и приводить ее в порядок на самом деле. Ну, вот анекдотично, казалось бы, да, для обывателя звучит этот лозунг «анархия, мать, порядок». Но на самом деле так оно и есть. А видите, вот я много говорю об этом с разными людьми, которые, конечно же, большинство сразу противятся. Ну как это анархия, мать, порядка? Но я привожу такой пример. Вот вы в быту, в семье, в коллективе, вас же не принуждает человек с ружьем делать то-то, то-то, делиться даже деньгами, да, работать на общее благо. Это убираться в собственном доме, а не зарастать грязью. Все это делается органично. И, как говорил Кропоткин, кажется, я не могу чувствовать себя свободным в окружении рабов. То есть вот отсюда этот освободительный пафос. И тогда вот все соглашаются, да. А когда речь идет уже о крупном муниципалитете или каком-то массовом сообществе, возникает вот непримиримые противоречия. Анархизм пытался их решить. На ваш взгляд, эти попытки окончательно канули в лету? Или, может быть, на самом деле Бакунин и другие черно-красные товарищи опередили свое время? В чем-то они, конечно, опередили свое время, но нужно еще раз повторить, что актуальность не угасает, и те или иные проявления их идей мы видим и сейчас. Вот, допустим, да, там взаимовыручка, самоорганизация, вот, пожалуйста, плетение маскировочных сетей, там, да, вот, людей не заставляют собирать, да, средства для тех ребят, там, их земляков, которые участвуют, да, в конфликте в зоне СВО. Никто же над ними не стоит с ружьем, они сами, да, самоорганизовались и сами что-то делают. То есть, вспомним, кто об этом говорил, товарищ Кропоткин. Вот, пожалуйста, яркий пример. Есть и другие, наверное. Я не так глубоко погружен все-таки в теорию, да. Бакунин, Кропоткин, там я более-менее могу сказать. Вот. Но если говорить о них, об их идеях, то вот мы их видим воплощение прямо сейчас. Не во всем, конечно, да, но в отдельных и достаточно важных вещах. Кстати, сами судьбы анархистов, таких вот патентованных анархистов, были очень различны. Мы знаем, что Махно сотрудничал с красными, даже по легенде был удостоен одним из первых ордена, по-моему, Красного Знамени, да? Ну, вроде бы Антонов Овсеенко ему вручал. Да, ну, хотя вот не доказано. Может, скорее всего, легенда. Да. А может, и правда, кстати. Красивая правда была бы, да, как красивая. Ну, он же легенда. Командовал бригадой, по-моему, да, или как там. И называл себя анархистом-коммунистом. А его, значит, ближайший соратник Лёва Задов, он после того, как переправил Махно в Румынию, работал в ЧК. Вот, в общем, все, что угодно может быть. Ну, давайте перейдем к следующему вашему герою. Красный казак Автономов. Кто это, ведь многие не знают. Красный казак Автономов – это первый красный казак главком, главнокомандующий войск, значит, если правильно сказать, главнокомандующий революционных войск Северного Кавказа. Александр Исидорович, правильно говорить, оказывается, Исидорович Автономов, родился в такой известной донской семье, в семье педагога, но дворянином не был, имел юридическое образование, и когда началась революция, он чуть-чуть поучаствовал в Первой мировой войне, конечно же, и когда началась февральская революция, как раз вот его полк вместе с другими там соединениями находился на Дону, их туда послали на переформирование. И его задача была заниматься, в числе прочих офицеров, он был хорунжий, в числе прочих офицеров заниматься вот этим вот переформированием. Также избрали атамана тогда, Каледина, то есть февральская революция породила сепаратистские движения. И вот область войска Донского, которые считаются, вот, так они любят царя, да за казаки, да за царя, нет. И Кубань, и область войска Донского, и Терское казачье войско, там стали происходить определенные процессы, которые были заложены еще в Петрограде на первом съезде вот, общеказачьих войск. Избрали войскового
атамана. До этого 200 лет был наказной атаман. То есть это как бы традиции опять свободы вернулись. И в то же время часть казаков поняла, что вот все эти процессы, они как бы направлены для решения проблем богатых, да, войсковой верхушки, дворянского сословия, помещиков, буржуазии, а где же вот простым казакам-то развернуться? Непонятно. Еще был один важный момент, что вот эти вот так называемые левые казаки увидели, и Автономов был один из них, он первый обратил, наверное, на это внимание, что вы играете в сепаратизм, подобные вещи приведут к распаду России. Вот. Была создана левая группа на общевойсковом казачьем съезде, их было 3 этих съезда, и вот 3-й собрался в Киеве. Я об этом в книге пишу, там были интересные трения с Центральной Радой, много всего было интересного. И там возникла вот так называемая левая группа, куда вошел Автономов, Голубов, про которого я уже говорил, там кубанские товарищи, Сорокин, знаменитый тоже главком, представители Забайкальского казачьего войска и другие. И они занялись парламентской борьбой. Вот, очень часто, наезжали, скажем так, на войсковую верхушку. Из Киева их попросили, они переехали в Новочеркасск, там они еще более бурную деятельность развили. И Автономов, вот этот вот гимназист, да, стоял во главе всего этого движа. Поняли Каледин и другие господа, что лучше не давать им хода, да, надо закрывать эту вольницу, и съезд распустили, и, соответственно, вся эта левая группа разъехалась. Голубова и Автономова арестовали, но потом под давлением казаков отпустили Автономова. Но с Голубовым там другая история. И когда уже тогда была Октябрьская революция, Голубов и Автономов с трибун войскового круга в Новочеркасске призывали, что нужно быть вместе с Россией, с большевистской Россией. Это не понравилось Каледину и компании. Повторяюсь, арестовали. А когда их уже выпустили, уже развивались события дальше, уже Антонов Овсеенко шел на Дон, на Украину, и Автономов прибыл к нему в Миллерово, поговорил с ним. Антонов Овсеенко знал, что была такая левая группа, и он ему предложил возглавить большую армию в тот момент, не армию, точнее, дивизию, в тот момент со стороны Кавказа, Закавказья, на Северный Кавказ и дальше двигалась 39-я пехотная дивизия. И вот ирония судьбы. Автономов был хорунжием 39-го Донского полка, а ему предложили возглавить 39-ю дивизию. Почему возглавить? Потому что шла солдатская масса, и непонятно, куда она повернет. И вот Антонов Овсеенко сказал ему: сможешь? Он сказал: смогу. И в итоге он выехал на станцию Тихорецкая, были выборы командного состава, он действовал от имени казачьего Донревкома и других групп, и его выбрали, он очень хорошо говорил, он был блестящим оратором, и его выбрали главнокомандующим, после чего присоединились к нему Сорокин и другие кубанцы, и возникла такая большая армия, ее сначала называли Юго-Восточной революционной армией, потом там армия Кубанской республики, потом там революционные войска Северного Кавказа, потом уже стала там 11-я армия, но это уже без Автономова. Я могу долго про это рассказывать, можно как-то конкретизировать. Это чрезвычайно интересно. Но что бросается в глаза и может даже поразить неподготовленного слушателя, получается, что левые революционеры, коммунисты, которые на полном серьезе говорили об отмирании государства, многие были анархистами идейными, они сознательно, открыто выступали за возобновление интеграции, за объединение земель. А белые армии, выступавшие под лозунгами «Единой и неделимой России», по сути и были сепаратистами, тем более тесно сотрудничающими с иностранными и разведками, и армиями. Вот это же не парадокс, это реальность, которая сегодня перевернута с ног на голову. Совершенно верно. И атаман Краснов, который сменил через некоторое время Каледина, да, подружился с кайзером, вернее, хотел подружиться. Деникин, да, взаимодействовал с Антантой, и другие можно примеры приводить. Автономов всегда сам выступал
против всего этого и несколько, может быть, идеализированно относился к казачеству. Поначалу он искренне верил в них. Но и были поводы к тому, ведь казаки, вспомним Тихий Дон, они поддержали революцию в большинстве своем. Если мы говорим о так называемом там, трудовом казачестве, середняках, все они поддержали. Во-первых, говорилось о том, что будет закончена война, да, им надоели эти свои атаманы. Вот. Потом уже ситуация поменялась. И вот Автономов, он всегда пытался защищать казаков, когда он видел какие-то перегибы со стороны там, приезжих комиссаров, да, что вот вы ущемляете, не даете подняться революционному казачьему духу, вы местных вожаков как-то пытаетесь прижать. Он все это говорил и даже говорил в Москве. Там был ведь конфликт у него с Кубанско-Черноморским ЦИК. Его объявили Бонапартом. Вот, и дело чуть ли не дошло до того, что можно назвать таким вот аналогом Пригожинского мятежа. Автономов, подначиваемый Сорокиным, шли на Екатеринодар в какой-то момент. Но благодаря деятельности Серго Орджоникидзе этот конфликт был быстро улажен. Он Автономова уважал, Автономов тоже к нему относился с большим почтением. Ну и забегая вперед, сказать можно, что он фактически умер на руках Серго Орджоникидзе. Так вот, у Автономова эта штука была последовательная, да, недопущение распада России, хотя он и Кропоткина уважал, вот, и было известно, что он увлекался идеями левых эсеров. Вместе с тем, вот как, может быть, для военного человека и как воспитанника такой очень патриотической семьи, в которой уживались и демократические какие-то основы, вот для него это было прямо табу. И когда, допустим, прошло некоторое время, он вернулся уже не на Кубань, а на Терек, хотя он особо там оттуда и не уезжал, и вспыхнуло так называемое Бичераховское восстание, казаки терские восстали, был проведен съезд, он вышел на этот съезд, а тогда у него была должность инспектор-организатор казачьих войск и горских там племен. Ну, это не точное название, инспектор-организатор, да, казачьих войск и горцев, скажем так. И казаки ожидали, что он начнет их защищать. Да, он сказал: нет, я не вижу здесь казаков, потомков Степана Разина и Емельяна Пугачева. Я вижу здесь казаков, поклонников Николая II, нагаечников там, и так далее, и так далее, и так далее. Он, конечно, перегибал палку, они далеко не все были фанатами Николая II. Но он резко против выступил, в результате чего сначала казалось, что терские казаки должны были просто проклинать Автономова. Но потом кое-какие станицы, 4-5 станиц одумались и создали даже свою Красную казачью армию благодаря Автономову. Тот же Кропоткин в годы Первой мировой войны был оборонцем, да, за что его критиковали даже социал-демократы. Кстати, перебью. В этой книге в том числе описывается Московское совещание. Вот, где впервые заявил о себе, наверное, официально первый революционный казак Нагаев, это был оренбургский казак, и он выступил круче, чем Кропоткин, я сравниваю, да, их выступления, потому что когда Кропоткин вышел, тоже от него ждали бурного революционного угара, он сказал: все нормально, мы движемся в правильном направлении, федерация, вот тут не должно быть, цитирую дословно, не должно быть левых и правых, да, тут должно быть единство, и анархисты обалдели, как-то так наш кумир вот так вот выступил. Кропоткин уже был национал-большевиком почти тех лет. У каждого из нас есть свой код. Научиться его считывать – реальное преимущество в деловой и личной коммуникации. Тренинг «Код личности» даст вам простые инструменты, чтобы понимать людей, управлять общением и всегда быть на шаг впереди. Подробная информация по ссылке в описании.
А смотрите, ведь русские анархисты, говоря о федерации, всегда подразумевали что-то большое. Ну, как минимум, пространство Российской империи. Да, Бакунин любил говорить, писал: я сторонник русского народа, а не патриот государства или Всероссийской империи. Но ведь русский народ живет везде. Это не маленький средневековый город-коммуна, который можно, значит, там, окопаться и совершать товарно-денежные обмены с ближайшими деревнями. Русский анархист стремился дать волю всей России, а потом и всему миру. Наверное, поэтому они и были интеграторами. А в чем интересы белых буржуазных деятелей? В том, чтобы сохранить свой капитал. Капитал можно сохранить и за печкой в отдельно взятой квартире. А можно и за границей. Да, за границей еще удобнее. Вот смотрите, вот эта левая традиция. Кстати, Владимир Чевелихин в романе «Память», на мой взгляд, очень удачно представил эту левую традицию, революционную традицию, которая, значит, ведет, ну, как бы такой вот всплеск этого восстания декабристов и дальше. В том, что это не противоречит, скажем так, русской истории. Революция — это не потому, что был пломбированный вагон. Это не немецкие деньги, это не заговор каких-то там инородцев. Это дворяне, казаки, революционеры, это образованные люди, успешные финансисты типа Баумана, да, которые жертвовали всем, которые многие погибли в боях за свой идеал. Сегодня сложно это представить. Вы упомянули Пригожина. В те годы, наверное, во времена гражданской войны он мог обрести более, значит, славную судьбу, наверное. А вот там было много Пригожиных, да, скажем так, Муравьев там и прочее. Можно было действовать гораздо свободнее. Да. Вот сегодня, наверное, многие люди обращают свое внимание к этим фигурам, потому что их, во-первых, не хватает, или они полностью отсутствуют в нашей жизни. И несмотря на все технические средства, несмотря на конституции и формальную свободу передвижения, в нашей жизни-то совсем мало свободы сегодня. Если так, по-честному. Ну, смотря с чем сравнивать. Ну, наверное, наверняка ее стало явно меньше. И поэтому сам лозунг свободы, знамя свободы приобретает огромную актуальность. Причем во всем мире. Ну, все говорят, там ругают Россию, да, что здесь, вот тут там мало свободы и так далее. Но если мы посмотрим обратим свой взор в Западную Европу, да, в Соединенные Штаты и так далее, мы там тоже не увидим ведь каких-то там прям больших свобод. Опять же, свобода для кого-то. Мы увидим, допустим, кинофильмы, которые пропагандируют индивидуальную или даже коллективную революцию. Причем не как у нас сейчас в России принято говорить там в рамках закона, духовный переворот, настоящую, насильственную. Допустим, вот немецко-канадский режиссер Уве Болл, который совсем недавно выпустил фильм «Гражданин-мститель». Этот фильм в Германии не получил прокатного удостоверения, в общем, он был лишен широкого экрана, и Илон Маск, значит, известный либертарианец нашего времени, крутил фильм в своей сети. Вот. О чем он? О том, что одинокий мститель, да, богатый такой, значит, мизантропичный во многом, он просто творит справедливость. Вспоминаются фильмы с Чарльзом Бронсоном 70-х, 80-х годов «Жажда смерти». Там речь шла просто об уличной преступности. Здесь уже политический фактор, когда Европа предстает страной оккупированной бюрократами, коррупционерами, преступными мигрантами. Отнюдь не все мигранты преступники, но многие преступники мигранты. И вот этот человек, сам будучи американцем, нелегально находящимся в европейской стране, то есть тем же самым мигрантом, он просто творит справедливость. И этот фильм вызвал огромный ажиотаж, потому что там ноль политкорректности, там сплошная революция. И прямо показывается, как система реагирует. Представители Интерпола говорят: мы знаем, что за этими убийствами кроется правительство Китая и России. Это не точно, но, скорее всего, так и есть. То есть они начинают обсуждать фильм и... Нет, это в фильме. В фильме происходит. Просто на Западе об этом те, кто имеет дерзость, как бы даже рискуя кассой, как Уве Болл, об этом говорится открыто. Или там его же более ранний фильм «Нападение на Уолл-стрит», когда показывают, как
бесчеловечно ведут себя финансовые магнаты, как они разоряют людей, как вся система ни во что не ставит конкретного человека и просто доводит его до грани жизни. Он теряет все, и он устраивает собственную революцию, опять-таки, настоящую. Причем там все заканчивается хэппи-эндами. Там дается надежда людям. То есть вот искусство, независимое искусство, другое кино, оно прямо говорит об этом, как когда-то об этом писали поэты у нас Серебряного века, футуристы, тот же Маяковский, Блок и Есенин. Как будто бы ситуация выходит на новую спираль. Мы, например, скованы какими-то сегодня бюрократическими запретами, но мы можем пиратским образом смотреть эти фильмы. Мы тоже понимаем, что вот эта идея свободы, идея дворянина Бакунина и красного казака Автономова, она вновь поджигает сердца людей разных национальностей в разных странах. Ну, конечно, она никуда не делась. И когда чего-то не хватает, будет интерес к таким людям, к таким персонажам. А вот давайте пофантазируем. Вы считаете нужным, чтобы, допустим, во главе государства стояли бы идейные анархисты? Ну, это как бы противоречиво, момент такой, противоречие. Ну, почему? Вот Бакунин писал о федерации. Ну, он писал о федерации, да, но это же, по его мнению, не совсем государство. Так, допустим, по отношению к той Российской империи, любое республиканское государство тоже не совсем государство, и с точки зрения традиционного монархиста XIX века, ну что такое либеральная республика? Гниль, да и все. И какой выход у настоящего монархиста? Как у барона Унгерна, уйти в Азию с желтыми войнами, попытаться прорваться в Европу, чтобы возобновить подлинную традицию. То, о чем потом писал Юлиус Эволов. Хорошо, но мы вернемся к вопросу. Да? Возможно ли, что во главе государства, условно государства, будет стоять идейный анархист? Да, возможно, если мы говорим о другом государстве, да, не о нем в классическом понимании. Я, может быть, скажу глупость, но вот вспомним Югославию, допустим, Иосипа Броза Тита. Там же тоже были какие-то... Он, конечно, далеко не анархист, да, но там были какие-то моменты, профсоюзы там были очень сильные, да, рабочие управляли заводами. То есть что-то как-то двигалось в этом направлении. И по моим наблюдениям, вот когда какие-то такие подобные всплески происходят, это начинает кому-то не нравиться. Ну, какой-то мировой элите. Где Югославия? Нет Югославии. Вот. Такое может быть. Такое... И интересно было, как я где-то видел лозунг, картинку такую. Идет большая толпа народа, и красный стяг, на который написано «Анархия – это хорошо, просто вы не пробовали». Вот. Совершенно Почему верно. бы и нет, да. Нет, это, в принципе, мне кажется, попробовать можно, и, может быть, сейчас это бы даже получилось. Допустим, в президентской академии существует факультет анархизма, и его выпускники набираются на руководящие должности в государственных структурах. Какие же профильные высшие учебные заведения, которые готовят кадры? Вот почему бы не прекратить, тиражировать одну и ту же принудительную систему государственного управления, а, допустим, не открыть вот эти шлюзы свободы, что необходимо. Потому что мы понимаем, что та же Югославия могла существовать только когда был могучий Советский Союз и весь социалистический блок. А когда Советский Союз начал сдавать и объединили Германию, именно после этого начался всплеск неонацизма, правого терроризма, все эти которые параллельно с волнами миграции до сих пор создают очаги смертоубийства абсолютно ненужного, который охватывает уже весь континент. Ну, тот же Бакунин писал с сожалением одному из своих друзей, что наше время пока еще не пришло. Нужно ждать, готовиться, внутренне совершенствоваться. Вот действительно возникнет что-то такое, и появятся какие-то типы государственные, я имею в виду представителей каких-то западных цивилизаций, которые попытаются прищемить данную республику. Это будет неминуемо. Это одна опасность. Вторая опасность
Ну да, допустим, там условный, как Бакунин, кстати, что меня в свое время поразило, во главе там федерации должен стоять диктатор, да, ну назовем его президентом, да, вот есть президент, а кто будет в окружении? Скажут, вы, значит, декларируете свободу, значит, тут у нас должен быть и какой-нибудь либерал, да, здесь в этом правительстве стоять, и какой-нибудь представитель там культурного национализма там, или еще кто-то. Не получится ли так, что чревато будет это все переворотом? Да, это бесконечная историческая дилемма, которую каждое поколение или там каждая эпоха решает по-своему. Но, в принципе, мы с вами принадлежим к поколению, которому во многом повезло. У нас столько исторических опытов. Ведь с 20 век были прожиты и изжиты большинство утопий. Сегодня рождаются новые утопии. Сегодня рождаются утопии, которые можно условно назвать технофашизмом, который продвигают вот эти мультимиллиардеры, которые понимают, что вот этим сложным порядком очень сложно управлять. Они не справляются для того, чтобы обеспечивать собственные прибыли. Они придумывают вещи, которые очень похожи на тот же военный коммунизм, когда нет собственности частной, да, когда большинство, оно абсолютно подконтрольно, ничего не имеет. Мечта Бакунина и Кропоткина об отсутствии наследства почти реализуется для миллионов. Но вот эти вот несколько сотен, значит, ключевых семей, они-то не собираются отказываться. Расставаться со своими благами, конечно. Я недавно прочитал такую вещь, что вот то ли в прошлом, то ли в этом году впервые массовая доля унаследованного капитала вот этими ведущими семьями превысила суммы заработанных капиталов. То есть они уже живут за счет своего наследства, за счет имения, как планетарные помещики. Вот. То есть все остальное население обречено на, значит, ту или иную степень нищеты и бесправия. И получается, что, в общем-то, русские анархисты провидели будущее, говоря о том, что необходимо разрушать именно это капиталистическое устройство. Ни в коем случае не пытаться встроиться, это бесполезно. Вот, как вы правильно говорите, обязательно найдутся, значит, те буржуазные ястребы, которые попытаются задавить молодую Республику Свободы. Поэтому кто-то опять выдвинет лозунг «Социалистическое отечество в опасности». Верно, совершенно верно. А на ваш взгляд, революция продолжается? Может ли она закончиться, если раз началась? Говорят, что Шолохов говорил, что гражданская война не закончилась, она продолжается. Вот, революция... Вот гражданская война за что-то ведется. За что-то, да. Ну, революция за что-то. Но в начале революция, а потом гражданская война. Да, трудно ответить на этот вопрос, не знаю, честно скажу. Ведется ли революция? Нет. Если есть люди, которые интересуются этим, нельзя сказать, что мы с вами революционеры. Да, это слишком высокое звание, согласитесь. Да, по меркам 19-20 века нет. Но ведь ситуация меняется, изменилась. И сегодняшний революционер, он может даже сейчас находиться в данный момент на каком-то высоком этаже одной из башен власти. Может. Ну... Но где он? Да, что-то не видно. Конечно, он же революционер, он подпольщик. Пускай он подпольщик, находится наверху. Да. Он не может раскрыться. Каждый, наверное, из нас, кто-то революционер, кто-то контрреволюционер. Но, повторяю, это вещь достаточно серьезная. Фантазировать-то можно сколько угодно. Потребность в изменениях каких-то, она есть, конечно же, да. Что касается буржуазных всех этих веяний, да, и буржуазного строя, есть потребность в справедливости. Но говорить о какой-то революционной ситуации, я думаю, преждевременно. Вот теория революции, она ведь тоже может меняться. Допустим, ну, как вот современный миропорядок принято вести от момента французской революции, даже деление на левых и правых, оно оттуда. И тогда буржуазия была ультрареволюционным классом. Как раз и вообще слово «нация», «патриот» — это все оттуда. Это внесли в политический лексикон и практику именно французские революционеры. Монархисты
французские, они как раз были только за монарха, они не были патриотами. Патриот да, это тот, кто против монархии. Бакунин же писал в своей книге про Великая Французская революция, по-моему, да, называется. И я даже там как-то с удивлением, с удовольствием, необычно это звучало. Патриоты, думаю, о ком он пишет. А он, оказывается, пишет о тех, кто делал революцию. Да, он именно их назвал патриотами. И вы вот в начале нашей программы рассказали, как русские левые социалисты, большевики, казаки левого спектра, они боролись за единство страны. Не государства, а государства тогда не было еще, но страны как родины, как отечество. Да, этот вот момент, он до сих пор, я считаю, нами как-то неосознанно. Наверное, начиная там с 90-х годов, когда принято говорить, что большевики развалили Россию, немецкие марки, пломбированные вагоны и так далее, и так далее. И для некоторых, наверное, это прозвучит удивительно. Как-то так, какие-то там красные казаки, которых принято называть изменники казачества, да, они патриоты. Да, вот, господа, именно они-то и патриоты. Именно они боролись за то, чтобы Антанта здесь не хозяйничала, чтобы все принадлежало народу, чтобы Россия не развалилась. Вот. Автономов, да, был как раз вот одним из этих самых патриотов. Его патриотом можно даже назвать, наверное, больше, чем левым. Или левый патриот – это вполне справедливое такое обозначение. В те времена, как и сегодня, все эти понятия были довольно условны. Конечно, и вообще, может быть, настанет время, когда мы окончательно отвяжемся от того момента, как французские парламентарии в конвенте определенным образом расселись. Да? Это историческая случайность. Что, на ваш взгляд, создавало революционеров прошлого? Ведь, как мы говорили, они все, многие, вернее, из них были либо из привилегированных классов, либо из, даже Троцкий, в общем-то, не из самых бедных слоев-то был. Значит, его родители могли помогать ему в моменты первых заключений судебных процессов, и уже к тому времени были вполне обеспеченными землевладельцами. То есть это не голодьба, как нам пытаются сейчас представить, что, вот, знаете, какую-то бедноту вообще просто подонков буквально немцы наняли за деньги, и они вот это провернули. А вот благородные белые господа проиграли почему-то, непонятно почему, поэтому сегодня надо все вернуть назад. И бывшие, значит, комсомольские работники и пламенные проповедники коммунизма сегодня вдруг предстают в белых одеждах и вешают нам лапшу на уши, которая, кстати, опровергается на раз, что вы блестяще продемонстрировали. Как тогда ковалась вот сталь революционных патриотов? Здесь можно привести один анекдот, антисоветский, кстати, по-моему, да, скорее всего, можно назвать антисоветским, когда дворник метет улицу, к нему подходит милиционер, говорит: ну-ка, сбрей бороду, что у тебя такая борода, а ты тут подметаешь у памятника Карла Маркса. Да, он говорит: ну, бороду-то я сбрею, а мысли я куда дену. Вот и они, мысли-то, это были люди мыслящие, тем более, учитывая, что это кто-то дворянин потомственный, кто-то просто тянется к знаниям. Кстати, вот на Дону безумная тяга к знаниям у людей была, и у простых казаков там люди делали... Вот взять того же Серафимовича, хотя у него папа был потомственный дворянин, но он умер, и мать воспитывала детей, и Серафимович пишет, что вот она делала все, чтобы нас отдать в гимназию, чтобы, значит, там и в университете я учился. То есть даже приносил себя в жертву. Она сделала это все путем собственного туберкулеза, писал он. То есть к знаниям тяга была глубокая, и люди и постигали какие-то знания теоретические, и в то же время они видели, что творится вокруг. То есть они читают что-то прекрасное, потом поворачиваются, и видят, что происходит. Это были люди деятельные, люди, которые, честные и порядочные в самом буквальном смысле этого слова. И они не могли... То есть была всегда в русском народе сильна тяга к справедливости. Вот. И эти люди, тут дело не в немецких марках и не в желании властвовать. Да. А Ленин, он отомстил за брата. Вот. Был популярен такой тезис. Нет, все это не так. Причина совсем-совсем в другом. Именно внутренний стержень этих людей. Да, и брат его тоже, в общем, пошел первый в революцию. Тоже, казалось бы, почему?
Как вы думаете, получится ли разрушить вот эту стену новых антинародных, антисвободных мифов, которая сегодня воздвигнута? Как говорил Ленин, когда ему при первом аресте жандарм сказал, что вы, значит, бунтуете, молодой человек, перед вами же стена. Он ответил, стена-то, но гнилая, к ней и развалится. К ней развалится, совершенно верно. Тут нельзя сказать, как было в 17 мгновениях весны, мы снесем им голову, или там мы свернем их голову, генерал сказал Штирлицу, выходя из поезда. Нельзя так сказать, но нужно делать все для того, чтобы, конечно же, вот эта стена непонимания, лжи, она пошатывалась. И я думаю, что и вот такие книги, и мои, подобные им, внесут свою лепту. Ваши герои – это, по сути дела, настоящий цвет нации. Кем Россия вправе и должна гордиться. И Бакуниным, и Автономовым, какая говорящая фамилия, Автономов. Вот, и Антонов, Овсеенко, и все. Кстати, Автономов был против автономии. Да. Ленин, да, величайший русский, один из величайших русских. То вот все это, кстати, за что сегодня сражается Захар Прилепин, чтобы возвести вот этот красный пантеон. Причем ведь у Прилепина и декларируется искреннее уважение к белым героям. Он не противопоставляет, не говорит, что только красный хороший, а это все нет. Нет, каждый, даже ошибавшийся герой достоин пьедестала. И вот эта вот правда народного бытия, то, о чем и Чевелихин в памяти говорил, как поколение вырастает от одного человека, семей, целых направлений, они создавали вот эту всю цивилизацию без всяких немецких денег, а зачастую вопреки им, да, вот это все, это и есть столбовая дорога русской цивилизации. И мы можем, наверное, сказать, что вообще анархизм – это русская национальная идея. А так оно и есть. Анархизм можно смело назвать русской национальной идеей, потому что, повторю, в основе лежит все-таки тяга к справедливости. И вот и Захар Прилепин, и Герман Судулаев, который, кстати, редактировал эту книгу Автономова, они делают большое дело. Вот Герман, в частности, большую услугу мне оказал. Почему? Потому что там часть повествования происходит на Северном Кавказе, а именно Чечня, Ингушетия, то есть те земли, которые он хорошо знает. Вот, он сам оттуда, да, Чеченская республика, и он мне так вот писал, дескать, это не аул, а село, там вот такие вот моменты, и очень много так он в этом плане почистил, конечно, за это я безумно благодарен ему. Вот. Так что да, наши идеи, о которых мы говорим, это именно наши русские идеи. Бакунин – это русский человек. И не случайно Карл Маркс, которого мы тоже уважаем, конечно же, но особенно Энгельс ругался на него вот, с подачи Карла Маркса, что он там разнежился со своей там этой полькой, этот толстый русский дворянин, там, помещик. Вот. Бакунин упрекал, и вслед за ним Кропоткин упрекал Маркса и Энгельса в излишнем формализме. Кропоткин, кажется, писал эти немецкие фюреры про Маркса и Энгельса. Вот там, этого, честно говоря, не слышал. Да, про фюреры? Про фюреры. Да? Ну, фюрер – это вождь по-немецки, то есть задолго до того самого фюрера, да, и тех самых фюреров. Он имел в виду фюреров здорового человека, это Маркса и Энгельса. Ну, так он с издевкой, конечно, потому что они-то планировали организовать общество как фабрику, вот по вертикали, приказном порядке, и все это было в то время логично для промышленной Европы, когда, выходя утром на улицу, можно было видеть вот эти шеренги промышленных рабочих армий, да, вот, сотрудников Всемирной армии труда, да, которые идут, ну, не в светлое будущее, как должно, а на постылившую фабрику работать на буржуя. Вот, они хотели это изменить у жесткой дисциплины. Их русские оппоненты говорили: нет, дайте воли, да, хлеб и воля. Вот. Но и те, и другие видели перед собой образ именно свободного общества. Да, между коммунистами и анархистами был спор, закончившийся непреодолимым конфликтом. Давать ли волю сразу или же через диктатуру пролетариата. Вот. И Энгельс говорил: Бакунин против государства, но не говорит против какого. Но Бакунин, как первый панк Европы, конечно же, требовал сразу максимального банкета. И вот
когда, значит, читал про Бакунина и в вашей книге, и в других местах, обращал внимание на этот совершенно потрясающий драматургический оперный эпизод в Дрездене, да, когда они с Рихардом Вагнером, значит, на ратуше были, на одних баррикадах, причем Бакунин не очень любил вспоминать, практически нигде не писал об этом, а Вагнер вспоминал о своем брате Мишеле, русском брате, великане. О том, как он ходил по баррикадам, давал Сигары советы, там, да. сигары. Мне сразу, ну, в книжке, кстати, тоже я провожу параллель с фильмом «Кустурицы Underground», где Петр Попра Черный ходит тоже по развалившемуся Белграду, да, который в руинах там и курит сигару. Вот насколько русские анархисты тесно инкорпорированы в мировую культуру. Кустурица же в свое время тоже называл себя анархистом, кстати. Да он и похож на настоящий анархист. Вот. Ну что же, будем завершать наш этот пилотный выпуск нового проекта «Работа с Федором Бирюковым». И сегодня мы в студии «Радио Аврора» хорошо, я считаю, поработали с писателем, радиоведущим и даже бывшим следователем и вообще специалистом по революционной истории Сергеем Петровым, автором одной из моих любимых книг «Бакунин. Первый панк Европы». Вот новая книга Сергея Петрова «Красный казак автономов». И сейчас происходит работа, опять-таки, над книгой о Серафимовиче. Да, она будет еще, она только-только началась, так что я не обещаю, что там в следующем году, да, или в этом году она выйдет. Нет, мы будем делать все дисциплинированно, планомерно, на совесть. Вам лучшей удачи, пожелания скорейшего завершения работы, максимальной результативности, вдохновения и вообще всего самого доброго и, конечно же, свободы, Сергей. Спасибо вам. Спасибо, Федор, и счастья вам и нашим слушателям и зрителям. Благодарим всех зрителей, слушателей. Шлю вам тоже лучи удачи, здоровья и успехов. Это была программа «Работа с Федором Бирюковым» на радио «Аврора». За работу, товарищи! Мир вам!